Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами еще одним шикарным рецептом пасхальных куличей, которые готовятся самым ленивым способом. Тесто не надо даже вымешивать. Я решила сделать часть куличей порционными. Для каждого члена семьи можно по желанию даже придумать свой декор. В них особенное, такое мягкое, влажное, сладкое тесто на сливках и сливочная глазурь. Они просто невероятно вкусные. И, как я уже сказала, рецепт настолько простой, что на него вы затратите минимум времени и сил. У меня на канале уже есть несколько рецептов ленивых куличей, но на мой взгляд этот самый удачный. Они получаются такие, как я люблю. Сладкие, влажные, ароматные, очень нежные и вкусные. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления теста мне понадобится молоко я разделила на две емкости. Здесь у меня 150 мл, в которых я разведу дрожжи. И здесь 50 мл, здесь я замочу шафран. То есть в общей сложности понадобится 200 мл молока. Молоко я подогрела до температуры примерно 38 градусов. Добавляю 2 чайные ложки сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи, перемешиваю и оставляю постоять минут на 5-7. 50 мл молока я довела до кипения в микроволновке и теперь добавлю в него щепотку шафрана. У меня вот такие шафрановые нити. Перемешаю ложкой и немного эти нити потру, чтобы они отдали весь свой аромат. Оставляю также постоять минут на 5-7. Шафран придаст тесту очень красивый желтый цвет и аромат. Сахар смешаю с цедрой лимона и апельсина. Таким образом эфирные масла с цедры лимона и апельсина лучше впитываются в сахар, и тесто получится очень ароматное. В большую миску, в которой буду замешивать тесто, отправляю мягкое сливочное масло. Можно сказать, что это громкое слово «вымешивать тесто», потому что фактически руками теста я касаться не буду и не буду использовать миксер. Добавляю соль, всыпаю ароматный сахар. Сначала все немного разотру лопаткой. Аромат стоит, конечно, просто потрясающий. Цедра так пахнет. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Сейчас лопатку убираю, немного все перемешаю венчиком, чтобы масса стала более воздушная. Если хотите, конечно, можно воспользоваться и миксером. Но я хочу сделать такой совсем простой рецепт. Вливаю растительное масло без запаха, перемешиваю. Я добавляю немного растительного масла, так тесто получится более влажным. И теперь по одному добавляю яйца и желтки. Я использую одно целое яйцо и 4 желтка. Общий вес получается 140 граммов. Вливаю теплые сливки. Я использую 33% сливки. Перемешиваю. У этого теста будет еще и очень сливочный вкус. Молоко с шафраном постояло. Посмотрите, какое оно стало желтенькое. И я его вливаю через сито в миску. Перемешиваю. Добавляю подошедшие дрожжи. Венчик убираю. И просеиваю в миску муку, сначала примерно половину, и добавляю разрыхлитель для теста. Разрыхлитель я добавляю, так как тесто получается такое довольно жидкое, и так ему легче будет подняться, и куличи потом не опадут после выпечки. Сейчас уже замешиваю тесто лопаткой. В итоге должно получиться вот такое достаточно липковатое тесто. И сейчас я его буквально несколько минут буду вымешивать лопаткой вот таким образом. Вымешиваю минуты 3-4, не больше. Как видите, все очень быстро и просто. Фактически, как будто делаем тесто на какой-то пирог. И абсолютно не надо бояться готовить куличи. Я уверена, у всех все получится и будет очень вкусно. Вот такое тесто у меня сейчас получилось.
И сейчас в него я вмешаю цукаты и сухофрукты. У меня здесь папайя, ананасы, клюква и изюм. Причем цукаты в этот раз я даже не замачиваю, так как тесто довольно влажное и цукаты натянутся влагой из теста. Я их слегка присыпаю мукой, перемешиваю и всыпаю в тесто. Как видите, все очень просто и быстро. Тесто замесили. Подбираю его вот таким образом со стенок миски. Закрываю сверху пленкой. Я сейчас приспособилась и использую шапочки для душа. Конечно, новые. Очень удобно. И теперь миску с тестом я ставлю в теплое место и оставляю на расстойке примерно на час-полтора. Тесто должно хорошо увеличиться в объеме. И сегодня я хочу сделать мои куличи порционными. Буду делать их маленькими в форме для маффинов. И сейчас я покажу, как сделать такие красивые пергаментные формочки, которые я вставлю вот в эти ячейки. У меня хорошая качественная силиконизированная пергаментная бумага. Размер 42 на 38 сантиметров. Сейчас бумагу я складываю втрое. Разрезаю. Теперь эти листы снова разрезаю на 3 части. Получаются вот такие листики. Со стороной примерно 14 на 12,5 сантиметров. Теперь я беру несколько листов, соединяю и разрезаю ножницами. Причем делаю я вот такие надрезы, не дорезая до конца. Получаются вот такие листики бумаги. Для каждой ячейки мне понадобится 2 вот таких листика. Беру один и вот такой высокий стакан. Прижимаю. Итак, получается уже вот такой стаканчик. Но я хочу его сделать плотнее, поэтому буду использовать 2 листика пергамента. Делаю точно так же. И теперь эти листы соединяю. Получается вот такая красивая форма для куличей. И таким образом я подготавливаю все формочки. Я подготовила вот такие 12 маленьких формочек для маффинов. Выглядят они просто великолепно. И подготовила 2 вот такие формы для таких стандартных куличей. Диаметр формы 12 сантиметров, высота 10. При помощи пергаментной бумаги нарастила высоту до 14 сантиметров. И дно и бока выстелены пергаментом, ничем не смазываю. У меня пергамент хорошего качества. У меня прошло примерно 2 часа. Тесто вот так шикарно подошло, увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Посмотрите, какое оно пышное, нежное. Слегка его обминаю. И сейчас я его буду раскладывать по формам. И сначала я буду формовать маленькие куличи. Я беру по вот такому кусочку теста, примерно по 85 граммов. Выкладываю в форму. Тесто должно заполнять примерно половину формы. Оно совсем не липкое, с ним очень приятно работать. Заполняю все формочки тестом. И также у меня получится еще 2 формы побольше. Округляю тесто. На вот эти 2 большие формы я беру примерно по 460 граммов теста. Это заполняет форму примерно на 1/3. И маленькие порционные куличи, и большие. Закрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно часа на 1,5, может быть даже 2. Мне надо, чтобы тесто увеличилось в объеме в 2 раза. Формы я поставлю в духовку с включенной лампочкой. И так у меня это такое получится теплое место, где куличи будут хорошо подходить. У меня прошло примерно 1,5 часа. Маленькие куличики вот так красиво подошли. И сейчас я их отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Куличики я достала из духовки. Конечно, обязательно проверяю их готовность. Зубочистка должна выходить абсолютно сухая. Посмотрите, какие они красавчики получились. Как хорошо поднялись. И в этих формочках они выглядят великолепно.
И теперь я сразу отправляю выпекаться мои большие куличи. Они у меня стояли на расстойке 2 часа. Посмотрите, как хорошо поднялось тесто. Выпекать я их буду также при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут. Но, друзья, конечно, вы все же ориентируйтесь по своей духовке. А маленькие куличики достаю из формы для маффинов на решетку и оставляю остывать. Выглядят они просто потрясающе. Осталось их только украсить. Все куличи испеклись. Проверяю готовность. Сразу достаю их из формы. Переставляю их на решетку и оставляю остывать. Приготовлю сливочную глазурь для куличей. И для этого мне понадобится. И, конечно, украшать куличи сверху можно самыми разными посыпками. Цукатами, орехами, все, что вам нравится. У меня есть вот такие посыпки. Также я сегодня буду использовать маршмеллоу. Я просто его разрезала на кусочки вот такие. И также буду использовать цукаты. У меня здесь папайя и киви. Обязательно надо все подготовить, так как эта глазурь застывает очень быстро. И по желанию с маленьких куличей можно снять пергаментную бумагу. Она очень легко отходит. Получается вот такие маленькие куличики. Либо оставить их в пергаментной бумаге и просто украшать сверху. Если вы хотите, чтобы куличи дольше оставались мягкими, тогда оставляйте их в пергаментной бумаге. Так они будут лучше сохраняться. В сахарную пудру понемногу добавляю сливки и перемешиваю. Густоту глазури корректируйте по своему вкусу. Но я не рекомендую, чтобы глазурь была слишком жидкой. Она должна быть достаточно плотной, чтобы быстро застывала и хорошо держалась на куличах. У меня уже есть подобный рецепт ленивой глазури, только на молоке. Но на сливках, конечно, она получается еще вкуснее. Сейчас эту массу я немного прогрею в микроволновке, буквально в течение 15 секунд. Тогда эта глазурь вообще будет застывать очень быстро. Вот такая глазурь получается после того, как я ее прогрела в микроволновке. И можно украшать куличи. Если глазурь начинает застывать, ее можно снова ненадолго отправить в микроволновку. Украшать надо побыстрее, так как эта глазурь застывает довольно быстро. Поэтому все украшения должны быть уже заранее подготовлены. И сейчас я украшу куличик прямо в бумаге, которая у меня. Хотя без бумаги мне очень тоже нравится, как выглядят куличи. Сюда уже глазури слишком много не надо, она никуда не вытекает. Вот такие куличи получаются в упаковке. Так они дольше будут сохраняться свежими, мягкими, и их очень удобно перевозить. И украшаю большие куличи. Они уже также остыли. Я украсила все куличи. Оставляю их, чтобы застыла глазурь. А застывает она очень быстро. Видите, уже ничего не прилипает. Эти куличи просто потрясающие. Рекомендую их приготовить и попробовать. Я желаю всем к празднику Пасхи приготовить самые вкусные и красивые куличи. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Люда Изюкук «Позитивная кухня». Всем пока!